Всем привет! Наконец-то это свершилось. Мы готовы представить черного лебедя вам. Возможно, в этом виновато название, но на пути создания этого удилища мы преодолели целую кучу препятствий. Но все прошло успешно, и наконец-то черный лебедь поступил в продажу. Конечно, гораздо позже, чем мы планировали изначально, за что мы приносим извинения всем ждунам, но, как говорится, лучше позже, чем никогда. Основная концепция этой модели – ничего лишнего, все самое лучшее. Это удилище в первую очередь создано для спортсменов и продвинутых спиннингистов, для которых важен в первую очередь функционал снасти и ее рабочие качества, а не дизайн и какие-то фишечки, навороты и просто новизна. Поэтому к дизайну этой удочки мы подошли с точки зрения минимализма, что немножко неожиданно для нашего бренда. Обычно мы любим смелые решения, вспомните хотя бы Rapid. Здесь же все очень сдержанно. Классическая ручка на базе катушкодержателя IPS. Большинство считает такую ручку наиболее удобной для микроджигового и лайтового спиннинга. Минималистичные элементы из Евы, и мы даже отказались от баткапа, чтобы сохранить несколько грамм веса. Естественно, самая функциональная часть удилища – это бланк. И основной фактор, который позволил нам сделать его на голову выше, чем все остальные наши топовые удилища, это использование нового карбона T1100G от японской компании Toray. На самом деле этот карбон совершенно не новый, уже достаточно давно на рынке можно было наблюдать топовые японские удилища, сделанные на базе этого карбона, но есть один нюанс. Раньше этот карбон был доступен только для японского рынка, и это было основным фактором технологического преимущества японских удилищ перед всеми остальными. Ключевое слово здесь было. Теперь же этот карбон доступен для всего мира. Про него я уже рассказывал в некоторых стримах, но сейчас повторюсь коротко. Карбон, точнее припрек T1100G, среднемодульный. Его модульность 33 тонны. Но основная его фишка в том, что он на 30% прочнее, чем другие припреги с подобной модульностью. Это позволяет нам использовать большее количество хрупких 40 и 46 тонных карбонов в миксе, из которого состоит бланк удилища. Еще один важный нюанс – это баланс характеристик. Топовое удилище должно быть жестким и чувствительным, но не должно быть дубовым. Оно должно далеко бросать и хорошо вязать рыбу. И это сильная сторона лебедя, бланки в этом плане получились очень сбалансированные. Про фурнитуру мне особо сказать нечего, это Fuji Torzite, лучшие на данный момент кольца. Если появятся более новые, мы их обязательно поставим на лебедя. Кстати, для сборки удилища мы используем легкие графитовые арборы, которые установлены под катушкодержателем. Это улучшает чувствительность, но в большей мере это влияет на вес удилища. И на весе я скоро остановлюсь подробнее, когда буду рассказывать о модельном ряде. Удилище поставляется в мягком бархатном чехле, который упакован в пластиковый тубус, такой же как у Rapid. В последнее время мы стараемся делать специализированными все наши линейки удилищ, и в черном лебеде это одно из главных условий. Каждая модель в линейке заточена под определенные условия. Поскольку мы предлагаем это удилище для использования в спорте, в его разработке принимали участие профессиональные спортсмены. Это многократный чемпион Украины Макс Нестерцов и новоиспеченный чемпион мира Назар Боженко. Ребята, вам огромное спасибо за помощь. Я надеюсь, что совместными усилиями нам удалось решить пусть не все, но основные боли спортсмена-береговика. Теперь подробнее о модельном ряде. В принципе, он похож на модельные ряды других наших удилищ для микроджиговой ловли, но более расширенный. В этот раз, кроме основных характеристик удилищ, я также буду называть вес, потому что я считаю, он заслуживает внимания. Самая легкая на данный момент модель в линейке это 610, длина 2,08 метра с тестом до 4 грамм. Вес этой удочки всего 53 грамма. Сразу успокою, что более легкая модель, которая предназначена для наноджига, уже находится в разработке.
HS в индексе этой модели указывает на то, что установлена высокомодульная вклейка типа Hard Solid. То есть по типажу это удилище похоже больше всего на японские удилища для ловли ставритки аджи. В наших условиях это удилище подходит для ловли окуня под ногами на легкие веса и прежде всего пассивные приманки. Hard Solid повышает чувствительность и дает возможность выполнять различные акцентированные проводки. Следующая модель в линейке 722 UL длиной 2,18 с тестом до 6 грамм и тоже с установленной вклейкой Hard Solid. Вес этой удочки 56 грамм. Это основное удилище для ловли окуня на средних дистанциях. Опять же, вклейка позволяет активные анимации различных типов приманок. Но в основном это, естественно, пассивные приманки, различные рачки, черви и слаги. Следующая модель 772 ULT. До 7 грамм, длина 2,31, вес удилища 60 грамм. Подобную длину и тест уже давно можно считать золотым стандартом микроджига. Это тубуляр, не вклейка, подходит для широкого диапазона типов приманок, как пассивных, так и активных, а также подходит для более плавных щучьих анимаций в толще воды для ловли на мелких водоемах. Как я уже много раз говорил, если вы выбираете первое свое микроджиговое удилище, вам лучше остановиться именно на этом типаже. Следующее удилище мое любимое в этой линейке. 711 LT, тест до 10 грамм, длина 2,41, вес 63 грамма. Только вдумайтесь, почти восьмерка длиной, 63 грамма весом. Эту модель мы разрабатывали как основную для ловли на щучьих платниках. Ее основное назначение – это пелагическая проводка виброхвостов и твистеров на легких головках. Естественно, она хорошо бросает такие парусящие приманки и хорошо вяжет рыбу. Но я не люблю платники, а эту модель полюбил за то, что у нас попутно получился отличный лайтовый универсал. Я его уже протестил в различных условиях с различными приманками. Мне он понравился как при ловле голавля на воблеры кренки, так и при ловле судака на минохи. Строй у этой удочки не сверхбыстрый, у нее достаточно живая средняя часть, которая позволяет хорошо бросать объемные приманки. И в то же время жесткость этой удочки за счет высокомодульного карбона позволяет твичить воблеры. Также она подходит для ловли крупного окуня на вибы и на такие популярные в последнее время тейлспиннеры. Переходим к следующей модели в линейке 842 LT. Длина 2,54, тест до 12 грамм, вес 72 грамма. Береговой легкий джиг, классика жанра. Живая, достаточно информативная вершинка и запас в комле. Это удилище отлично подходит, например, для ловли судака на озерах или небольших реках, а также ловли крупного окуня на больших водохранилищах. Также некоторые спиннингисты предпочитают использование такой длины удилищ для ловли с лодки, например, на легкий джиг или те же вибы и тейлспиннеры. 902 МЛТ, длина 2,74, тест до 16 грамм, вес удилища 85 грамм. Вангую – это будет одна из самых популярных моделей. Основная боль спортсмена-береговика – достичь заветной бровки. Рыбы стало меньше, бросать надо дальше. Это чистый береговик для ловли на дальних дистанциях. Кидучий, чувствительный, хорошо вяжет рыбу. При этом хорошо работает по низам. С 5 граммами он справляется уже уверенно. При этом 16 грамм бросает без провала. Как говорится, must have в спорте. Кстати, это удилище можно использовать еще для одной очень неспортивной оснастки – отводного поводка за счет строя и длины. И, наконец, расскажу еще об одной модели, которая поступит в продажу немного позже. 98-я М-ка, длина 2,95, тест до 21 грамма. Вес пока точно неизвестен. Дело в том, что недавно в официальном спорте разрешили использование удилищ длиной более 9 футов. Естественно, все ринулись искать подобные удилища, которых, как оказалось, на рынке не так уж и много.
Поэтому мы решили выпустить этот спиннинг. Это будет очень узкоспециализированная модель, чистый береговик для ловли на сверхдальних дистанциях. За рамками спорта ему есть еще одно применение, это ловля жереха. За счет строя удилище отлично вяжет рыбу, при этом, если мы используем металлические приманки типа кастмастера, оно отлично будет справляться с весами до 30 грамм. На данный момент это весь модельный ряд, но черный лебедь это не временное явление, мы планируем расширять и дополнять эту линейку на долгосрочной основе. Если у вас остались вопросы или есть замечания, пишите их в комментариях. И не забывайте подписаться на наш канал, потому что впереди у нас будет еще несколько обзоров новинок этого года. Пока!